Задумываясь о путешествии или жизни за границей, всегда важно изучить плюсы и минусы этой страны, ее народа, менталитета и вообще жизни там. Например, Канада является одним из самых желанных мест для жизни иммигрантов. Но вот почему так произошло и есть ли какие-то подводные камни? Сегодня в этом видео я вам расскажу о плюсах и минусах жизни и отдыха в Канаде. Меня зовут Лиза, всем приятного просмотра. По официальным источникам, каждый год Канада принимает больше иммигрантов, чем какая-либо другая страна. Сюда можно попасть абсолютно разными способами и, самое главное, легально. Иммиграция через обучение, воссоединение с членами семьи, переезд на основании востребованной профессии и другие. Официальные источники по иммиграционным вопросам постоянно пополняются новыми пилотными программами от провинции и даже отдельных городов, которые анонсируют нехватку тех или иных специалистов. Так как Канада – страна иммигрантов, здесь можно встретить представителей самых разных культур и познакомиться с их традициями. Это очень расширяет кругозор и приучает к пониманию речи с самыми разными акцентами. В плане трудоустройства тут не все так просто. Идеальный кандидат – это тот, кто владеет французским и английским языками без акцента, с канадским опытом работы или тот, кто закончил канадский университет. Таких кандидатов много, но предложений работы меньше, чем кандидатов, и часто заключительным фактором найма является национальность человека. Вначале работодатели рассматривают местных коренных жителей Канады. Также по карьерной лестнице редко кому удается подняться за счет своих личных достижений. Должность по Канаде передается по наследству. Жить здесь спокойно и безопасно. Это ощущается повсеместно. Тут практически нет сообщений о хулиганских нападениях. Статистика краж совсем невысокая. И то в основном в крупных городах. Взятки не распространены, а с полицейскими не принято договариваться. Налоги в Канаде являются серьезным пунктом в перечне расходов, так как составляет более 40% от заработанных средств. Налоги направляются на развитие образования, медицины, обеспечение безопасности и другие государственные программы. Также из налоговых отчислений выплачиваются пенсии и социальные выплаты разным слоям населения. Причем, чем более высокая зарплата, тем выше налоговые отчисления. Зима в Канаде достаточно сурова практически повсеместно. В Монреале снег выпадает регулярно и много. В Калгари можно и в августе попасть в снегопад. Торонто также испытывает на себе все прелести низких температур и обильных снегопадов. Этот пункт стоит принимать во внимание, так как если вы хотите жить и путешествовать в теплом климате, то Канада вам тут вряд ли подойдет. Канадская система здравоохранения признана одной из самых эффективных. В большинстве случаев получить здесь качественную медицинскую помощь можно абсолютно бесплатно. Но вот вызов скорой тут платный, как и стоматолог, и окулист. Также к минусам стоит отнести и слишком длительное ожидание на прием или обследование. И вы никого здесь не удивите тем, что просидели в очереди к врачу 10, а то и больше часов. Ну что ж, на этом мое видео подошло к концу. Напишите в комментариях, были ли вы в Канаде и какие еще плюсы и минусы этой страны вы можете выделить. А также не забывайте подписываться на мой канал и ставить кнопку в топ. С вами была Лиза. Всем пока!